Холла, амигосы, вы на канале ThisNarCiss, меня зовут Артем, и сегодня мы продолжаем катать, проходить, классно проводить время в игре Kingdom Come Deliverance. Друзья, смотрите, прикол, сразу. Черт! What the fuck? Right, try that one more time and see what happens. Да я ж тебя не бил, я просто себя тренируюсь, а? Друзья, вот так вот. Shit, what the fuck? Прям слоган этой игры. Shit, what the fuck? Ладно. Так, что мы должны сделать? Мы должны вот поразговаривать с Бориком Тальмбергским. Кстати, да. Обязательно нужно запомнить, как его зовут. Что там такое стряслось? Я уже рассказывал. Хватит уже, наверное. Нам нужен Борик. Борик Тальмбергский. Я записываю себе, потому что у меня на имена такие, на фамилии память никакая. Вообще, я не знаю, почему-то даже при знакомстве мне вот там говорят там привет, меня зовут там, даже он скажет, меня зовут Саша. Вроде бы Саша, да, Александр. Господи, имя-то какое частое там, или Сережа. Ну, вот и Сережа, и Саша мне залетают в одно ухо, вылетают через следующее. И как его зовут? Как его зовут? И неудобно перед человеком. Вот потому, друзья, записываю. Да-да. Ладно, поговорим с Бориком. Что он нам расскажет? You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? О, Sorrow is easier to bear on a full stomach. я бы с удовольствием. Вот! I heard about your father. They say he was a swordsmith who moved to the countryside to make horseshoes. Да, так оно и было. I can't understand why he'd waste his talents, but I'm sure he had his reasons. He had a fine reputation. It's a great loss. Так, типа... Можно сесть поесть. Что это такое? И что делать? А, иди с Бориком на кухню. Ну, мы пришли. Я так понял, сейчас сядем, будем наминать. Milady. You are fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. Стефания. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bojana here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. Bojana? How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Here you are then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. Было бы неплохо венца. Они в том толк When you're знали done, тогда. You can go and rest with the grooms in the outer bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Спасибо, Стефания. Ты ко мне присоединишься? Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, yes, thank you, my lady. May God reward Где you же for твои your манеры, kindness. Генри? Черт подери. И мои тоже. You're in Позоришь capable ты hands, нас. so I'll leave you to it. Good night. Ну, мы и поспим. Good night, man. Кстати, ночи я еще не видел здесь. А, они здесь есть. When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. Да ладно. А я хочу как в Америке. На кровать и в одежде, и с обувью. Вот Борик, блин. Жесть. Так, иди в сторожку во дворе и поспи там до утра. Ну, сначала покушать можно? Ешь. Ешь. Ну, я что, поешь уже? Глянем. Нифига не поешь. Не забывай о голоде. Чем дольше
Генри не ест, тем слабее он становится. Он даже может умереть от голода. Ух, ничего себе. Разная еда обладает разными свойствами. То есть яблоком вы... Понятно. Короче. Пюре из чечевицы. Взяли. Жареная утка. Раз. Забираем все, друзья. Может оно, конечно, у нас может испортиться. Но и на кухне оно тоже испортится. Согласны? Уверен. В смысле? Кушать беру. Чё такое? Много? Жалко тебе? Чё ты смотришь? Хватит смотреть. Можно я все заберу? Я очень проголодался. Очень. Просто нереально. Вот сейчас я обожрусь, друзья. Так, 26. Пюре. Так, это раз. Рогалик нам 7 дает. Так, ну хорошо. Жареная утка. $89. Сыр. Все, пережрался. О! Свиноматка. Переедание. Лечение. Так. У нас есть меч классный, которым мы еще вообще не умеем не драться, нифига. Ну, бои здесь, конечно, сложные. Сразу скажу, потому что даже, ну, в любой... Ну, еще я в такую игру не играл, друзья. Вот в такую я еще не играл. Ну, это игра своего рода новинка. Вообще, ну, CryEngine, молодцы. Классная. Движок этот мне очень нравится. Так, хорошо. Мы покушали, друзья, а теперь мы пойдем спать. Как-то, правда, рано спать, ну, надо. Дверь-то закроем за собой. Правда, может, лучше и не закрывать. Красноречие тоже уменьшится. Ага. Понимаете, когда ты хочешь... Эй. Он через дверь со мной разговаривает. Там, в общем, капец творился, друг. Как-то так. Ты меня слышишь? What the hell? О! I'm not good enough for the gent. Друзья, как через текстуру? Просто забей. Ладно, но мне это нравится. Поспим? Что делать? Садимся. Портки снимай. Интересно, снимет? Нет, конечно. Так, сколько времени? 2 часа. Удобство кровати, сытость, энергия, здоровье. Значит, хорошо. У нас перекусить есть что? 8 часов. Ну, правильно, это нормально. 8 часов должны спать, ни больше, ни меньше. Но это будет еще ночь. Значит, нам нужен рассвет. 5 утра. Нормально. Это нормально. О, интересно. А как ускорить, интересно, это дело? А чё случилось? Чё остановились? Ночь пришла. Стефания ко мне пришла отблагодарить меня, что я такой молодец, убежал от половцев сигизмундовских. Ай, друзья, я как-то сегодня в настроении, в угаре, в дымном плену, в угаре пьяном. Жизнь моя пошла по ресторанам. Если заметил. Ну, это понятно. В общем, Борик раздавал указания. Опа! Yes? О, так, Андрей. Forgive the intrusion. Друзья, я Нострадамус. My lady,
No, not at all. But what brings you here at this hour? Две кружечки. I thought you could do with a little wine. It's just what you need to help you sleep. Друзья, я аж покраснел. Thank you. You really shouldn't. Боже, Генри, You could have sent a servant. I was going to, какой ты толерантный. but to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for Утешение. you. I came to offer you solace, to let you know you're not alone. Thank you. Thank you kindly. Раздевайся. You're welcome. Now, Henry, I know this is all very new and strange for you, but I want you to feel at home here. You're not to worry about Слушай, у меня anything. девушка It's вообще getting есть. better. God принципе, knows you've been through a пофиг. terrible ordeal. Ну как, не пофиг, нет, друзья, мы I мирные know what it должны. is to be left alone in the world. Although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it, Раздевайся. if you feel like Ну? it. Будет такой вариант сейчас в нашем разговоре? Или мы или уже все, мы поспали, типа, следующий день начался. Хочу вот на это посмотреть. Я не могу говорить об этом, рассказать. Нет, расскажем, она к нам пришла, вся такая, раз такая. Поговорим с ней You обязательно. might be right, my lady. I'll tell you what happened. It was terrible and unexpected. The day started just like any other. Father sent me into town on some errands. Так. Мы не знаем, какие у нее там параметры. Ясно, я пошел. A Ой! fellow by the name of Kunesh owed money to father, who sent me to collect it from him. Only Kunesh had no intention of paying. Блин, я забыл, друзья, там время It шло. got a bit heated, as often happens when there's money involved. But Kunesh still wouldn't cough up the coin. Father was too generous for his own good, letting even a scoundrel like that buy on credit. Oh. Успех. When I'd done all the Sure. errands, I headed back home. I promised father I'd help him with his work, and I was looking forward to it. He was forging a sword for Sir Radzig. Так, мы с отцом поговорили о жизни. Понравился, пришел женатый меч. Блин, давайте The опять. sword was taking shape when Sir Radzig himself came to have a look at it. He praised father's work and said that with his smithing skills, he could easily make a living in Prague or Vienna. You don't say. Не может быть. But Sigismund's успех. horde was already on the horizon, ready to attack the town. Огромная толпа нападавших. Я увидел дым на 5-8. Ладно, я увидел дым на горизонте. I saw smoke on the horizon from a village Sigismund pillaged on the way to our town, which was soon to meet the same fate. God have mercy. Угу, все нормально. And then death descended on Skalitz. Так, жители Скалицы пытались убраться в замок. Я увидел, как убили мою девушку. Убили? I looked towards the tavern and saw a group of Cumans chasing down my Bianca, and murdering her for sport. Блин, это не надо There was было. nothing I could do to help her. You mustn't blame yourself. She's with Янку the Lord убили? now. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. Я это не The заметил, men on the кстати. battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path around the castle. Так. Полуцигра началась с Скалицы мне. Мне была нужна лошадь. Ну I давай. needed a horse to get to the safety of Talmberg and to warn you all. And with all that was happening, you thought of others like a good Christian. Then I heard a scream. It was Teresa, the mill wench.
She'd been caught by a gang of Cuman savages who planned to violate her. Да, было такое. Нет, не нужно лгать. I wanted to help her. God knows I wanted to, but even though I had the sword we made for Saradzik, they had me outnumbered and they were well armed too. I only just managed to grab one of their horses and ride off. I couldn't help her any more than I could have helped my parents. It wasn't your fault. I'll never forget the horror. It will haunt me for the rest of my life. Новое звание. That's terrible. Жизнь женщины How в could something like that Средневековье. happen? Да, God им было alone тяжко knows why he тогда, let such друзья. things happen. You poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding. Those who are corrupted by greed, envy, and pride. You must not lose faith, whatever life brings. Fate has not been merciful to me, and my husband either. Although in comparison to the horrors he went through. I was young when I married my husband. It was my father's wish. Divish was a lot older than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at TALMBERGE, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Вечер откровений, друзья. Really? Ламповый вечер откровений. My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Pribyslavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. That's awful. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king and sought help from Divish's friends, but all to no avail. Прическа, кстати, у нее отстой. We tried for years, but it seemed Хотя, типа, I тогда was модно была, destined to be наверное, left такая вот alone, прическа. and Мне my не husband to нравится. rot in jail in his own Ужасная. castle. Years, you say? 7 years. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then, he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more. 7 years. And was Havel punished for it? Не думаю. Never. And after 7 years, my husband returned to me, дряхлым an стариком. infirm old man. So И Divish любовь seems like a прошла. good, strong man. Certainly, only he has many concerns. He had to rebuild А, Talmberg. Дивиш. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city, and there was Дивиш. something going Ты on. пришла ко мне жалеться. And now, we're here. My lady, you're still young and Ну да. beautiful. 25 лет. Your best years are still ahead of you. Would that that were true, lad. Would it were true. But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. I'll go Приляжь со and мной. let you sleep. Стефания. I enjoyed our little talk, Henry. Good night, and God bless. Good night, my lady. Ну, Генри Ловелас. Вот ты. Молоточек. Друзья, ставим лайки. Слабый пока персонаж, но я думаю, это время закалит его.
Так. Ну, мы типа поспали уже, да? А. Снится. Да. Я думаю, это еще много раз будет нам сниться. Этот ужас. Они женщин убивали. Детей. Как так можно, я не понимаю. Не будь трусом. Но он так не сказал. На самом деле. Это все мысли Генри. Henry, wake up. You don't want to miss this. What's happening? Кто-то Come to the пришел. battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. Отряд из Скалицы. А ночь еще или как? Возьми факт. Да. Возможно, кто-то убежал. Может, друзья мои. Я не уверен, я не видел смерть, кстати, Бьянки. Так. Факел. Факел там, наверное. Факел от слова факер. Так. Куда идти? Я не вижу нифига. А, все понял. Здесь двери, друзья. Просто ее не видно. Так, давайте возьмем факел. Я что-то ничего не понял. Где взять факел? Все. Так, стрела плохого качества. Это та, которая меня в ногу воткнута была. Я так понимаю. Так, повязка. Нет никакого факела. Так, что нам нужно сделать? Иди на стену по лестнице, Джей. Беги. Иди, не обязательно. Возьми факел со стола. Ага. Ясно. Со стола. Мне что-то показалось со столпа. На мою родную деревню напали. Я не успел закрыть. Хорошо, идти на стену. Когда ко мне пришла пани Стефания, когда Стефания ушла, я когда снова. Но не очень хорошо спал, мне снились кошмары, Борик. Я могу попасть на стену по лестнице главных ворот. Вокруг темным-темно. И я не знаю. Чего я не знаю? Ладно. Факел со... А, вот. Все, понял. Если тебе нужен свет ночью, то воспользуйся факелом. Удерживай. Чё удерживать? А что это за... Ага, все понял. Это один. Ой, дождь идет. Факел-то потушит. А интересно, потушит факел? Хотя, учитывая то, как обрабатывали ткань в то время горючими смесями, то он, в принципе, может и не погаснуть от дождя. Так, хорошо. Я на частной... Я понял, что я на частной территории. А у меня что, есть выбор? Так я еще и не туда пошел. Интересно. What the hell's that? По лестнице у ворот. Все. Сори, братишка. Я тебя не хотел потревожить. У лестницы у ворот. А это не лестница у ворот, нет? Нет. Хорошо, лестница у ворот. Ага, все. Вижу. Лестница у ворот. Сюда. Лестница у ворот. Хорошо. Куда дальше? Иди на крепостную стену, поговори с сотником Бориком. Так он сотник?
Ага, понятно. Сотник. Join forces. Aye, you might be right. Listen up. If it's Sigismund and his army, prepare for the worst. But don't be daunted by their numbers. Heed my commands, and all will end well. Так, а мне нужно к Борику. Дивиш. Так, Борик. Друзья, меня заглатывает игра. Я ничего не могу поделать с собой. Я не хочу ни во что другое играть. А надо. У меня еще есть много того, чего я еще не прошел. А я хочу в это играть. Можно я буду в это играть, пожалуйста? Ладно, друзья, это так. Минутка слабости. Что случилось? What's going on? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmberg in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz. Это я не думаю, что это они. Then who is it? The scouts Divish sent to Skalitz to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get here, won't we? Aye, we will. Но мне кажется, это свои друзья все-таки. Они под кровом ночи просто... Who goes there? Lucifer and all his minions. Who else, Robber? Sir Radzig. О, Рацик. Is his lordship there with you? Yes, sir. He is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzig, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. Ну, My наверное. old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd Ну, say теперь your у нас больше grandfather людей, was a друзья. wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left us storming the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Ну Lord так be заходите уже. praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Talmberg? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he'd no call to attack you. Ну, What мне will you do нравится. then? We'll march to Ratai. Как It's это? only a short Что way, за and бред? there we'll have a better chance of defense and enough room for all of these people. If Sigismund should come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? Меч отдай. I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. А меч-то отдай I нам. am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? But sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Hovel of Baldic. I see you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanush.
I will. And good luck to you and your people too. These are dark Спасибо. times. Move out! Anywhere, people! Move out! Don't be a cold mate right there now! Ну, хорошо хоть так, друзья, что они, в принципе, ушли, и их не перебили всех как скотов. С паном Бориком. Короче, Men, ясно. tonight we'll have triple patrols. Sort out the watches between you as always. And if I catch anyone boozing, playing dice or slacking off, I'll personally break every bone in his Поняли? Поняли? body. I want you to Поняли? keep a close eye on everything nearby. Sigismund will surely have sent spies, and likely men as well, to follow the Skalitz people, now he knows they've fled. Keep your eyes peeled, and report everything to me at once. Understood? Где ваш understood? Ясно. Ладно, поговорим. Я могу What is it помочь. you need? I could use an extra pair of eyes, and yours are keen. Will you keep watch on the battlements with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I have to pay you back somehow after all you've done for me. Splendid. And don't worry, I'll tell the men to relieve you later. Хорошо. Так, нужно на крепостной стене караул держать. Это куда идти? Куда? Здесь стоять? Я ж не вижу ничего. Там же темнота. Темнее ночи. Так, стоп, друзья. Что это? Неисследованное место. Здесь тоже неисследованное место. Ой. Все, ясно. Вот такая мини-карта. А вот такая большая карта. Большая карта. Так. ТАЛЬМБЕРГЕ. Ну так я здесь, на крепостной стене. Что происходит? Типа до утра нужно здесь стоять, так или как? Может наверх подняться вот так? Что у нас здесь? Ух ты. Это типа воротные механизмы, да? Я на частной территории? Украсть. Конечно, украсть. Никто не видит. Быстрее. Никто не видит. Короче, пошли отсюда нафиг. Пошли, пошли, пошли. Друзья, у меня лук. Так. Извините, я украл. Ну, что поделаешь. Жизнь в средневековье трудна, сложна. И без, как говорится, такого дела. Поговорим? Или нас Борик высечет? Чё такое? Чё? Чё случилось? Wandering around like a stray sheep. Must be your first watch, eh? I don't think anything much will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. And I'll show you what's what. Понятно. Thank you. Офигеть. Если вам необходимо дождаться чего-то, вы можете переждать время. Нажмите Т и укажите, сколько вы хотите ждать. Но будьте осторожны, когда вы ждете, усталость и болот накапливаются.
Ну, мне нужно утра дождаться. Слышишь? Так. Лук. Оружие. Выкинуть, снарядить. Снарядить. Стрела. Лучше дальнобойная стрела. Дальнобойная стрела. Вес. А сколько у меня их? Как посмотреть? Можно вот это убрать? Как его убрать? Так. Тихо. Вкладки. Нужно пропустить время. А, все понял. Так, количество, сколько их? Вот количество, правильно, 5 штук. Стрела плохого качества. Пускай будет стрела плохого качества. У нас есть лук, стрела плохого качества. А можем мы еще снарядители? Ага. Ясно. Ну ничего, нормально. Факел у нас есть, лук есть, меч есть. Кстати, почему его здесь нету? У нас утро. 2 часа. Ну, давайте начнем. В 5 утра у нас рассвет. Сытость 87, энергия 70. Да нормально, мы немного поспали, немного поели. И вроде все ничего. Все ништячок. Так. Louts. Утро уже, друзья. Холодно, наверное. Фу. Так. Ну. Все уже, дождь закончился вроде как. Пройдемся в ту сторону. Кстати, а утро это у нас когда? Так, ну это у нас, например, 6 часов. Что это? Что происходит? Нападаю, да? Погнали, ну, иди на стену нужно 2 раза, значит, сюда. Что, выдвинулись они на нас, да? Скорее всего, да. Жесть. А драться я не умею. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. We may be in for a surprise. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Ну, наверное. Стреляйте в него. Greetings, Lord of TALMBERGE. That's the bastard who led the attack at Scarlet and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? I am Sir Markwart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia,
who has resolved to Отвратный strike тип. against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markvard. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king, and here in Talmberg divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, Sir Ratzik Kobila, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, вот почему он noble сказал. sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzik of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzik is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king then that Sir Ratzik Kobila is not at Talmberg and that he has your loyalty? Sir Radzik Kobila is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there is little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. Немец, друзья. Auf Wiedersehen. Да, ну они бы нас тут просто поломили. Нагнули. Но они нападать не будут, скорее всего. Разворачиваемся, типа. Да-да-да, друзья, это было разворачиваемся, это не было стрелять. My lord, you have my utmost adoration. Да, Девиш молодец. Сказал, как отрезал, друзья. Я еще больше начинаю влюбляться в этих персонажей и в эту игру. Молодцы, Warhorse, молодцы. У меня аж мурашки по коже, друзья, от этой всей фигни. Ну, мы с тобой еще встретимся. Auf Wiedersehen. Как бы тебя там ни звали. Марквард фон Аулиц. Новое знание. Похорони своих родителей. Алец, поговори с паном Бориком, заполучи лошадь. Первым делом с Бориком поговорить. А потом уже заполучим лошадь, а потом уже поедем похороним родителей. Good day to you. Мне нужно попасть в Скалицу. Зачем Сигизмунд разграбил Скалицу? Что хочет Сигизмунд? Что вы знаете о половцах? Where did these humans come from, anyway? I don't know much about them, only what the Chamberlain said. That they came to Hungary from the east and settled there. They're godless barbarians and merciless fighters. The nobles used to say the Hungarian king shouldn't enlist them, because they dishonor our rules of warfare. But when there's power and money to be had, it seems that honor isn't worth my spit. And believe me, it's always about power and money. Да, есть такое. Зачем?
Why did Sigismund burn down Skalitz and then come here too? That's war for you, lad. Certain lords have resolved to take things into their own hands and eliminate anyone who doesn't share their view. Unfortunately, Sir Radzig is one of those. And what's more, he was sitting on a pile of silver that could help King Wenceslaus's allies. Что хочет Сигизмунд? Я даже спрашивать не буду. Ну, не, спрошу, но это понятно. Gutenberg. Well, I'm just a simple soldier, but the good Lord gave me ears, and I've heard some things from Sir Divish and from those who fled from Sigismund's pillaging. Were there many? Indeed, but it was the Gutenberg mercenaries who came to see me, because I knew them from before. I see. Listen, lad, these are all games of the high aristocracy. In Prague, a cabal of nobles rebelled against King Wenceslaus, wealthy aristocrats who took against our king for reasons of their own. There's no doubt Sigismund had his fingers in the whole affair. Him and Wenceslaus's cousin, Jobs. And that cabal helped him abduct the king. So then why did Sigismund attack Gutenberg? Why do you think? Ну, наверное, так. I suppose because it has a strategic position and good fortifications, so it can be used as a base for raids, giving you control of the whole territory and good defenses too, if you need them. Нет. Not at all. King Charles, may God grant him eternal glory, built Prague into a proper royal city, while King Wenceslaus took a liking to Gutenberg. After Prague, it's the most important city in Bohemia, in the entire Holy Roman Empire. He who commands the Gutenberg silver is king. So Gutenberg sided with Wenceslaus because he favoured it? Now you're starting to understand. When Sigismund imprisoned Wenceslaus and took control of Prague, the people of Gutenberg began to raise an army against him. So with the attack on Gutenberg, Sigismund killed two birds with one stone. He defeated Wenceslaus's most powerful allies before they could stand against him, and also gained immense wealth. Погладим его по головке, Сигизмунда. Молодец. Да, мне нужно в Скалицу. What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and other vermin. And anyway, your lord commanded you to stay here. Вот так именно сейчас именно нужно сказать Егору Константину, пока я не вышел из себя. А если бы вы были на моем месте, вы бы поступили так же. И я должен похоронить своих родителей. Ну, да. My parents died there, and I won't leave them to be ravaged by dogs. I have to bury them. Good God, boy. Do you want to throw your life away for those who can never get theirs back? Do you think that's what they'd want? Forget it. Понятно. И чё, мы поговорили... Заполучить похорон... Сказать, выберись из замка. Пум-пум-пум-пум. Так, друзья, выбираться из замка мы будем уже в следующей серии. И не забывайте ставить лайкосы, читать твиттер, подключайтесь в группу ВКонтакте, подписывайтесь, кому не лень. Новое видео каждый день у меня на канале. Адиос, мои амиго.